Listen and read Russian. Ты только что закончил школу или институт, получил на руки диплом, разослал десятки резюме и, наконец, получил приглашение на собеседование. Ты пришел на интервью, тебя о чем-то спросили, и все мысли вдруг вылетели из головы. Почему так произошло? Это абсолютно нормально. У тебя еще нет собственного опыта для сравнения. Мозг воспринимает полную неизвестность как настоящую опасность. Из-за этого волнения перед первым разом особенно сильное. Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст Listen and Read Russian. Меня зовут Алекс. А меня зовут Елена. Здесь мы помогаем тебе уверенно говорить и легко понимать живую русскую речь. Сегодня мы подробно поговорим о подготовке к своему первому собеседованию на работу в жизни. Многие соискатели панически боятся каверзных вопросов от работодателя. Но к любому разговору можно качественно подготовиться заранее. Главное — понимать базовые правила диалога и сохранять внутреннее спокойствие. Да, я хорошо помню свое первое в жизни собеседование. Это было здесь, в России, вскоре после моего переезда. Я подал заявку на работу администратором в крупный книжный магазин. Мне очень нравится уютная атмосфера этого места. Там всегда есть отличная возможность для живого общения с людьми. О, ты никогда не рассказывал об этом. С чего вообще началась твоя подготовка к этой вакансии? Ты нашел объявление в интернете? Да, я увидел открытую вакансию на популярном сайте по трудоустройству. Сначала я отправил свое резюме. В нем было указано мое образование и мои сильные стороны. Настоящего опыта работы у меня пока не было, и это меня очень тревожило. После отправки мне пришлось ждать ответа целую неделю. Это мучительное ожидание оказалось самым трудным этапом. Прекрасно тебя понимаю. Отсутствие опыта — это нормально для первого места работы. Работодатели заранее это понимают и ценят готовность учиться. Что произошло, когда тебе наконец ответили? Мне прислали официальное письмо с приглашением на личную встречу. Сначала я очень обрадовался этой новости. Но перед самой дверью я сильно взволновался. Наверное, я в тот момент даже не сразу бы смог назвать свое имя. Волноваться перед важным событием — это совершенно нормальная реакция. В такие моменты отлично помогает осознанное глубокое дыхание. Также полезно заранее проговорить ключевые тезисы вслух перед зеркалом или с другом. Что ты предпринял прямо на входе? Я сделал несколько глубоких вдохов и вспомнил о своих главных достоинствах. Руководитель магазина встретила меня с теплой улыбкой. Ее звали Марина. Она сразу предложила мне присесть в удобное кресло. Потом она налила стакан прохладной воды. Это помогло мне быстро вернуть самообладание. Теплый прием всегда помогает снять лишний барьер в общении. Скажи, какой вопрос Марина задала тебе самым первым? Обычно работодатели начинают с классической просьбы рассказать о себе. Именно так все и произошло. Она спокойно сказала: «Расскажите немного о себе». Я ответил достаточно сжато и строго по существу. Я рассказал о своей искренней любви к хорошей литературе. Также я упомянул быструю обучаемость и умение легко ладить с людьми. Это идеальная тактика для первого ответа. На этом этапе не нужно пересказывать всю свою биографию. Достаточно выделить пару ключевых преимуществ. Важно показать искреннюю увлеченность делом. О чем она спросила тебя дальше? Она спросила, почему я выбрал именно их книжный магазин. Я честно ответил, что давно являюсь их постоянным покупателем. И я ценю их внимательное отношение к клиентам. Я очень хочу стать частью этой дружной команды. Замечательный аргумент. Работодатели всегда высоко ценят соискателей, которые знают компанию. Это сразу демонстрирует зрелость выбора и высокую внутреннюю мотивацию. Возникли ли у тебя сложности при обсуждении личных достоинств? Про свои плюсы я рассказал уверенно. Я пунктуальный человек и умею работать в режиме многозадачности. Еще я всегда внимательно слушаю собеседника. Но вот вопрос о недостатках заставил меня крепко задуматься. Это традиционная ловушка для многих кандидатов. Некоторые люди начинают хвалить себя под видом недостатков. Другие называют слишком критичные ошибки в работе.
Здесь важно показать честность и готовность развиваться. Как ты сформулировал свой ответ? Я признался, что раньше часто пытался сделать абсолютно все идеально. Из-за этого я тратил слишком много лишнего времени. Но сейчас я активно учусь расставлять приоритеты и правильно делегировать задачи. Руководителю явно понравилась такая открытая позиция. Блестящий пример зрелого ответа. Ты показал способность к самоанализу и конкретные шаги к улучшению. А тебя спрашивали, как обстоят дела с русским языком? Да, она спросила, справлюсь ли я с общением на русском языке с покупателями. Я честно сказал, что усердно учу русский и практикуюсь каждый день. Еще мы подробно обсудили график смен. Я готов выходить на работу в любые дни, кроме воскресенья. Четкие границы и честность в вопросах графика всегда вызывают уважение. А когда официальная часть встречи подошла к концу, тебе разрешили задать вопросы? Да, мне с удовольствием предоставили слово. Я заранее подготовил 2 конкретных вопроса. Сначала я поинтересовался, как выглядит типичный рабочий день администратора. Затем я спросил о возможностях профессионального обучения внутри компании. Вопросы от соискателя — это ключевой маркер искреннего интереса. Если кандидат молчит, работодатель может подумать о его равнодушии к вакансии. Своими вопросами ты показал, что планируешь работать долго. Ты нацелен на общий успех. Спасибо. Я действительно старался показать серьезность своих намерений. На прощание мы тепло пожали руки. Мне пообещали позвонить в течение 3 дней. На следующее утро я отправил короткое электронное письмо. Я поблагодарил Марину за уделенное время и приятную беседу. Это важнейшая деталь современного делового этикета. Короткое благодарственное письмо вежливо напоминает о кандидате. Оно подчеркивает высокий уровень твоей личной культуры. Честно говоря, после этого звонка я почувствовал огромное облегчение. Первое собеседование в жизни позади, и оказалось, что бояться было нечего. Абсолютно верно. Главный секрет успеха любого собеседования — это спокойствие, честность и тщательная подготовка. Не пытайся казаться идеальным роботом. Будь живым человеком, готовым учиться новому и помогать общему делу. Уверенность всегда приходит через регулярную практику. Прекрасные мысли. А сейчас пришло время для нашей полезной рубрики «Записная книжка». В этой рубрике мы разбираем важные практические слова из нашего разговора. Первое слово — собеседование. Это официальная деловая встреча соискателя с работодателем для обсуждения условий работы. Второе важное понятие — резюме. Это структурированный документ с описанием твоего трудового стажа, образования и профессиональных навыков. И третье ключевое слово — возможность. Это благоприятный шанс или удачное стечение обстоятельств. Оно помогает человеку расти и добиваться желаемых целей. В следующем выпуске мы разберем, как тренировать свой мозг, чтобы легче говорить по-русски. Мы обсудим простые техники для уверенной разговорной практики. Напиши в комментариях историю своего самого первого собеседования в жизни. Нам будет очень интересно прочитать каждый рассказ. Если наш диалог был для тебя полезен, поставь лайк и подпишись на подкаст. Огромное спасибо, что провели этот день вместе с нами. Развивайся, верь в собственный успех и никогда не сомневайся в своих силах. До скорой встречи в нашем новом выпуске.